2 года подряд Мария Эдвардс приезжала каждую субботу на кладбище на окраине Сан-Паулу, опускаясь на колени перед 2 плитами, где были выбиты имена ее сыновей: Лукас Эдвардс, 7 лет, и Габриэл Эдвардс, 5 лет. Она приносила цветы, очищала камень, говорила им о прошедшей неделе, представляла, какими бы они стали. Мальчики, как говорили ей, погибли вместе с их отцом, Райаном, в автомобильной аварии на трассе Анхангеру. Мария видела документы, подписывала бумаги в морге, слушала врача, который говорил о сильных ожогах и невозможности визуальной идентификации. Она не смогла смотреть на тела, слишком тяжело. Но она верила. Она просто верила, потому что другой правды быть не могло. Жизнь оборвалась навсегда. Мария потеряла работу, учебу, друзей, привычки, смысл. Она существовала, а не жила, и лишь субботние визиты на кладбище удерживали ее от полного падения. Но однажды в жаркое субботнее утро, когда Мария в очередной раз приводила могилы в порядок, позади нее остановился худой мальчик в рваной одежде. Его руки были в грязи, лицо бледным. Он долго смотрел на плиты, будто пытаясь что-то вспомнить. А затем произнес фразу, которая перечеркнула 2 года ее скорби. «Эти мальчики живут в моем доме». Мир внутри Марии сорвался в пустоту. Она чувствовала, как тень от могильного креста ложится на землю, будто сама реальность дала трещину. Мальчик называл точный адрес — старый зеленый дом возле автовокзала Сан-Паулу. Он говорил, что знает Лукаса и Габриэла лично, потому что играл с ними. Он знал их имена, знал, что они редко выходят на улицу, знал, как отец зовет их в дом. Мария поняла только одно: если есть даже призрачный шанс, она должна увидеть. Через 20 минут дороги на такси она стояла перед обветшалым домом, который казался заброшенным. Стекла были разбиты, дверь покосилась, на стенах следы влаги. Но внутри кто-то жил. Мария поднялась на 3-й этаж. За дверью с номером 304 послышались шаги. Дверь открылась, и на пороге стоял Райан, ее бывший муж, тот самый человек, которого она 2 года назад похоронила вместе с сыновьями. Тонкий, исхудавший, обросший, но живой. За его спиной, в тусклой комнате, сидели 2 мальчика, осунувшиеся, выросшие, но неоспоримо ее дети. Лукас, Габриэл. Живые. Когда они увидели женщину, которую считали умершей, в их глазах смешались страх, удивление и растерянность. Райан, не в силах выдержать взгляд Марии, рухнул в кресло. Только позже Мария узнала, что ее бывший муж задолжал крупную сумму криминальной группе. Ему угрожали детьми, и он решил исчезнуть, подменив тела в морге, сфальсифицировав документы и инсценировав гибель всей семьи. Он заплатил за подделку почти всем, что имел, и 2 года прятался с мальчиками, запрещая им покидать дом. Для Марии начался долгий процесс возвращения реальности. Полиция, арест Райана за подделку документов и похищение, психологи, адаптация детей, лечение страхов. Лукас долго боялся людей, Габриэл по ночам звал отца, не понимая, почему его увели. Но постепенно жизнь возвращалась. Смех вновь звучал в квартире Марии. Дети учились доверять миру. А она — снова дышать. Спустя 2 года их фотографии стояли на полках не как напоминание о потере, а как доказательство одного чуда. Даже когда все кажется безвозвратно разрушенным, правда способна вернуть то, что было оплакано. И Мария больше никогда не приходила на кладбище. Потому что ее сыновья живы. И это было единственным, что теперь имело значение.